Я приветствую всех на моем канале. Сегодня мы с вами свяжем вот такие носочки или следочки. Вот таким вот образом связаны, очень хорошо сидят на ноге. Я вам желаю приятного просмотра. Носки мы будем с вами вывязывать. Вот здесь у нас будет начало. На размер 37 мы будем набирать 50 петель. На размер 40 54 петли и 44 примерно 58 петель. То есть вот мы набираем вот здесь сверху петельки 50 петель на маленький размер. Это у меня получается вот здесь сверху 24 сантиметра. И мы с вами будем вывязывать вот эту вот верхнюю часть. Высота у меня этой верхней части у меня получается 5 сантиметров. И потом мы будем с вами делить носок на 3 части. И будем вывязывать вот здесь вот мысок. Для мыска я вот здесь разделила петли. То есть, если у нас 50 сантиметров, то у нас будет середина состоять из 14 петель и по бокам по 18 петель. Для размера 40 16 петель посередине и по бокам по 19 сантиметров петель, и на 44 размер примерно 18 петель посередине. И мы вывязываем вот эту вот длину. Для размера 37 я провязала примерно 32 ряда, размер 40 34-36 ряда и где-то 44 38 40 рядов. И потом мы вывязываем вот здесь вот этот уголок. И длина у меня в общем получается для моего размера примерно 10-11 сантиметров, то есть это размер 37-38. То есть вот эта длина полностью до уголка 10-11 сантиметров. Потом мы с вами будем вывязывать вот эту часть. У меня высота примерно 4 сантиметров. И потом будем вывязывать мы с вами подошву. Подошва у меня шириной примерно 5 сантиметров. И длина полностью моего носка где-то 21-22 сантиметра. И здесь ширина впереди у меня получается примерно 10 сантиметров. Здесь вот высоту вот этих рядов здесь можно регулировать ширину вашего носка. То есть чем больше рядов, тем шире у вас будет носочек. Для подошвы я для своего размера я беру 10 петель. Для более больших размеров можно, например, взять 12, 14 или даже 16 петель, смотря какой у вас размер. Примерно ориентируйтесь по ширине ноги. И теперь мы с вами будем начинать вязание. Для этих носков я использую пряжу от фирмы Релянов. Как вы видите, 150 грамм, 375 метров. Спицы у меня 2,75-3 миллиметра. На размер 37 у меня ушло примерно 50 грамм пряжи. На размер 40 понадобится примерно 55 и 44-60 грамм пряжи, в зависимости от того, как вы вяжете и какой, например, ширины вы свяжете свой носочек. И сейчас мы с вами набираем петли таким образом, которым вы привыкли набирать. Набираете то количество петель, которое вам необходимо. Я набираю на свой размер 50 петель.
теперь мы с вами вяжем 10 рядов платочной вязкой. Первую петлю я снимаю и теперь вяжу все петельки лицевыми. Провязываем все петельки. В конце ряда последнюю петлю я провязываю лицевой. Ее также можно провязать изнаночной, как вы привыкли. Разворачиваю вязание. И первую петельку я снимаю таким образом. Я ложу свою нить перед работой и снимаю петельку. Если вы провязали изнаночной последнюю, то нить остается за работой. И теперь я провязываю все петельки лицевыми. И таким образом провязываем все остальные ряды. Вот я провязала 10 рядов. Теперь я беру белую нить. Первую петельку провязываю лицевой. И теперь провязываю все петельки лицевыми. И белой нитью я провязываю 4 ряда лицевыми, то есть платочной вязкой. И потом 4 ряда серой нитью. Вот я провязала в общем 8 рядов, 4 белой нитью и 4 серой. И теперь мы делим вязание на 3 части. У меня по бокам 18 петель и посередине получается 14 петель. И теперь я беру белую нить. 18 петель, которые у нас вот здесь сейчас на левой спице, я их снимаю, не провязывая все на правую спицу. Таким вот образом просто снимаем их. И теперь средних 14 петель мы провязываем платочной вязкой на размер 37-38. Мы провязываем 32 ряда. То есть провязываем 14 петель. До маркера довязываем. И теперь я разворачиваю. Первую петлю снимаю, нить перед работой. И теперь провязываю все петли лицевыми. И платочной вязкой продолжаем вязание и вывязываем в общем 32 ряда. Или же больше длину, как вам под ваш размер. Последнюю петельку я провязываю лицевой. Разворачиваю вязание. И вяжу следующие ряды. Я провязала, вот так вот выглядит. И теперь мы с вами будем провязывать вот этот уголок. То есть будем убавлять здесь петли. Сейчас я на лицевой стороне кромочную петлю я снимаю. А теперь я провязываю 2 петельки вместе лицевой. И вяжу остальные петельки, пока в конце ряда не останется 3 петли.
У меня теперь 3 петельки, 2 провязываю вместе лицевой и последнюю петлю провязываю лицевой. Теперь я поворачиваю вязание. И изнаночную сторону я провязываю все петли лицевыми, то есть без убавления. Вот так провязали все петельки. И теперь поворачиваю вязание на лицевую сторону. И с лицевой стороны мы всегда делаем убавление. То есть кромочную я снимаю, нить перед работой. 2 петельки вместе лицевой. Провязываю остальные петельки лицевыми. И в конце ряда 2 вместе лицевой. И последнюю кромочную я провязываю также лицевой. Изнаночный ряд вяжем все петли лицевыми. И так продолжаем убавление только с лицевой стороны. Вот я сделала убавление, у меня осталось 4 петельки. Кромочную я снимаю. 2 вместе лицевой. И кромочную я провязываю лицевой. Разворачиваю вязание. Теперь у нас 3 петельки остаются, и все 3 можно провязать все вместе. Можно провязать все вместе изнаночной, или же первую снимаем, я ее разверну и провяжу лицевой. Здесь с краю должен, вот у нас такая получится такая косичка, чтобы у нас потом позже получился вот красивый рисунок. Вот здесь вот. То есть нам необходима эта косичка. И теперь последние 3 я еще раз провяжу сейчас все вместе лицевой. Можно первую снять, провязать вторую, третью вместе и перекинуть первую петельку через вторую. Так тоже можно. Или так, как вам удобней. Теперь можно отрезать нить, мы отрезаем. И теперь вот сюда я протяну и затяну уголок. У нас вот серая нить, она с правой стороны, и в первую очередь я сейчас перекину петли с правой спицы на левую. Вот я их здесь убрала все на левую спицу, и теперь я провязываю все вот эти вот петли лицевыми. Петли эти провязала, и теперь мы с вами будем вот здесь набирать петли. У нас вот здесь сбоку вот эти вот косички. Будем провязывать их практически изнаночной петлей. Я буду с задней стороны вот так заводить спицу, чтобы у нас эта косичка, она была видна на лицевой стороне. Под следующие 2 завожу спицу. И вот таким вот образом
я набираю петельки, то есть постоянно вот у нас везде косичка, 2 вот эти вот петельки. С задней стороны завожу спицу, и вот таким вот образом наша косичка, она будет находиться на лицевой стороне. И таким образом набираем все петельки, пока мы не дойдем сверху до уголка. Хотела еще раз показать, чтобы вот здесь вот у нас не получилась дырочка. Я вот здесь еще наберу, вот здесь вот здесь наберу я еще одну петельку. То есть прежде чем я буду вот эту белую косичку вывязывать, я вот здесь наберу одну петлю. И теперь набираем петельки. И с другой стороны также сделаем, вот здесь еще наберем дополнительную петельку. Я набрала петли до вершины, до самого верха. Теперь я здесь вот вытягиваю свою спицу. И с этой стороны я также начинаю набирать петельки. Вот у меня первая петля. С задней стороны я завожу спицу. Вот таким вот образом набираю точно так же и с левой стороны. Вот таким вот образом выглядит. Здесь я все петельки набрала, и теперь вот здесь посередине мы также провяжем еще одну петельку, чтобы у нас здесь дырочка не получалась. И теперь все остальные петли провязываю лицевыми. Провязываем до конца ряда. Я довязала до конца ряда, и теперь мы с вами будем делать следующее. То есть мы с вами провяжем еще 3 ряда серым цветом. То есть мы провяжем 4 полоски серым в общем. То есть вот здесь вот у меня получается 4 ряда серым и 4 ряда белым. То есть полностью вот все петли мы провязываем лицевыми, платочной вязкой, еще 3 ряда серым, и потом провяжем еще 4 ряда белым цветом. И после еще провяжем, вот у меня серый, белый, и серым цветом провязываем потом еще 8 рядов. И после того, как мы с вами провяжем эти 8 рядов, мы будем вывязывать с вами подошву таким вот образом. То есть мы сейчас провязываем все эти ряды, 4 белых и 8 серых рядов. И потом мы с вами увидимся. Вот я провязала, вот так вот выглядит. То есть у нас 4 белых ряда и 8 серых рядов. И теперь мы делим петли, чтобы у нас посередине 10 петель осталось для подошвы. И теперь мы с вами начнем вязание. Где у нас нить, провязываем все петли лицевыми до маркера.
И провязываем дальше. Вот я довязала до маркера. Перекидываю маркер, провязываю лицевые петли до следующего маркера. То есть я 9 петель провязываю. И 10-ю, 11-ю я буду провязывать вместе лицевой. Маркер я убираю. Это вот у меня 10-я петля. Еще раз на левую спицу. И теперь я провязываю 2 вместе лицевой. Разворачиваю вязание. Нить перед работой. Снимаю петлю кромочную. И теперь провязываю 8 лицевых. И довязываю до маркера. Здесь у нас 10-я петля, я ее снимаю, убираю маркер. И 10-ю, 11-ю петельки мы провязываем вместе лицевой. Или вот таким вот образом, или же можно вот так с задней стороны провязать. Я обычно провязываю этим вторым способом. Разворачиваю вязание. Первую петельку я снимаю, нить перед работой. И вяжу до 10-й петли. Теперь мы провязываем до 10-й петли. Мы вот здесь вот видим расстояние. Вот это у нас получается 10-я петелька. И 10-ю, 11-ю я опять же провязываю вместе лицевой петелькой. И так, таким образом продолжаем вязание. Разворачиваю. Кромочную я снимаю, нить перед работой. Провязываю 8 петель. И 10-ю, 11-ю также провязываю вместе лицевой. То есть довязываем до 10-й и в конце практически провязываем 10-ю, 11-ю лицевой. И таким образом мы провязываем все остальные петли, пока у нас вот здесь в конце вязания не останется где-то примерно 5 петель. Если у вас подошва больше 10 петель, можно оставить 6-7 петель сбоку. То есть в конце вот 10-ю, 11-ю петлю мы всегда провязываем вместе лицевой. Я провязала. Подошва вот так вот выглядит. И вот у меня здесь с каждой стороны, я даже оставила меньше здесь петелек. Посередине у нас 10 петель, и по бокам можно оставить где-то 5 петелек. И теперь мы делаем убавление для пяточки. Кромочную петлю я снимаю, провязываю первые 2 петельки, 2 вместе лицевой. Теперь следующие петельки провязываю лицевыми. Здесь у нас 10-я, 2 петельки до 10-й мы тоже будем провязывать вместе лицевой. То есть я провязала лицевые, и теперь вот провязываю 2 вместе лицевой. И 10-ю, 11-ю петельку, как и до сих пор, мы будем провязывать тоже вместе лицевой. Разворачиваю вязание. Первую петельку я снимаю, нить перед работой. Изнаночный ряд мы провязываем лицевые петли, то есть мы не провязываем убавление для пяточки на изнаночном
на изнаночной стороне. 10-11 петлю мы также провязываем вместе лицевой. Разворачиваем вязание и на лицевой стороне опять делаем убавление для пяточки. Первую я снимаю, 2 вместе лицевой. Теперь провязываем 2 лицевые, 2 вместе лицевой. И вот это 10-11 петельки мы их также провязываем 2 вместе лицевой. Разворачиваем вязание. Таким образом мы делаем дальше убавление, пока у нас не останется совсем мало петелек. То есть изнаночный ряд мы также провязываем все петли лицевой. Вот и теперь все убавила петли. Сейчас я опять на лицевой стороне 2 вместе провязываю лицевой. И еще раз 2 вместе провязываю лицевой. Вот здесь получается вот 10-11 петля. Я их провязываю лицевыми. У вас может остаться больше или меньше петелек, без разницы сколько петель. И последние петли можно перекинуть на крючок. И мы с вами затянем все эти петельки. Таким образом я перекинула все петли на крючок. И теперь протянем. Эту нить можно отрезать, мы с вами будем зашивать ей носок, то есть отрезайте по длиннее нить, чтобы можно было зашить. И теперь я протягиваю эту нить через эти петельки. Вот таким образом я протяну. Я протяну через вот эту вот большую петлю нить. Через вот эту петлю я протягиваю нить и затяну. И вот таким образом мы затягиваем вот эти вот петельки. И вот так вот выглядит. И теперь мы разворачиваем носок. Изнаночная сторона у меня находится снаружи. И теперь мы с вами зашьем вот этот край. Зашивать можно крючком или же можно зашить обычной иглой. Я буду зашивать крючком. Вот у нас вот здесь по бокам вот эти вот 2 петельки. Я завожу вот сюда вот крючок с одной стороны, с другой стороны. Под эти 2 петельки. Подхватываю нить, протягиваю. И теперь опять завожу крючок с одной стороны, с другой стороны. Протягиваю нить и протягиваю левую через правую петельки. Вот таким вот образом мы соединительными петельками можем сшить заднюю часть носка. Слишком сильно не затягивайте, потому что иначе стянется шов. Таким вот образом зашиваем. Вот так вот выглядит с изнаночной стороны. И вот теперь зашила. И вот таким вот образом выглядит с лицевой стороны. И нам еще осталось убрать все наши ниточки. И, в общем-то, мы закончили с вами носок. Нитки я убираю следующим образом. Там, где у меня одна нить, отрежу немножко покороче.
Я делю нить где-нибудь, делю нить на две части. Вот ее можно немножко раскрутить и разделить на две части. И теперь завожу где-нибудь крючок, протягиваю одну сторону нити, одну нить протягиваю. Теперь мы завязываем узелок. И теперь можно отрезать. И таким образом убираем все нити, обрабатываем. Там, где у нас рядом две ниточки, их можно тоже вместе завязать. И также потом отрезать. Ну, в общем-то, и все. Мы с вами связали носочек. Вот таким образом он у нас выглядит. Как я уже говорила, очень удобный и очень хорошо сидит на ноге. Я вам желаю приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. И до следующей встречи.